Привет! С вами снова Ольга, и мы продолжаем вязать рюкзачок принцессу Пупырку. В прошлом видео мы сделали основание для рюкзачка, и в этом видеоуроке мы с вами полностью его закончим вязать. Давайте начнем. Теперь мы с вами размечаем середину. Смотрите, у нас с вами идет вот здесь вот в центральной части такие колосочки, видите? Мы отсчитываем самую верхушечку, не считаем. Первый, второй, третий, четвертый. И вот в пятый колосочек мы ставим метку. Это будет самая верхняя часть нашей последней пупырочки. И теперь с двух сторон по краям мы тоже отмечаем на равном расстоянии друг от друга в районе последнего пышного столбика одну петельку и симметрично, вот он пышный столбик, и здесь отмечаем вторую петельку. Итак, еще поставим 2 меточки, отступаем один ряд влево от последней метки и один ряд в высоту, пропускаем и в петельку ставим меточку. То же самое с другой стороны. Один ряд получается здесь уже вправо, один ряд пропускаем и в боковушечку ставим метку. Здесь ряды идут изнаночными, поэтому тут уже смотрите по даже, наверное, лучше будет вот сюда ровнее, да? Так. Да, вот таким образом. Теперь берем ниточку, поворачиваем другой вот этой стороной, заводим под первую метку крючок, ее можно будет снять, чтобы он не мешало, и закрепляем нить. Делаем воздушную петлю подъема, первая, вторая, третья. Заводим крючок под вторую метку, ее я снимать не буду. Вяжем соединительный столбик. Теперь нам с вами нужно между вот этими меточками провязать 5 столбиков без накида. 2 мы вяжем с этой стороны, 1 в петельку с меткой и 2 с этой стороны. Стараемся это сделать максимально ровно. Первый столбик, второй столбик, в метку, третий, и с левой стороны метки четвертый. Теперь с этой стороны пятый. В ту петельку, где у нас стоит метка, мы вяжем соединительный столбик. От этого соединительного столбика делаем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Заводим крючок в последнюю метку. И снова вяжем соединительный столбик. Поворачиваем, вяжем воздушную петлю подъема, делаем накид
И между вот этими тремя воздушными петлями вяжем пышные столбики. Мы такие с вами уже делали. Провязываем все, что есть на крючке, кроме последней петли. Делаем петельку первый, снова пышный столбик, второй, всего их нужно 4. Здесь я ниточку тоже сниму, колечко мешается. Третий, и последний, 4. Дальше вяжем соединительный столбик. Пропускаем одну петельку и в следующую вяжем такие же пышные столбики. По 2 в каждую петлю. Первый. Второй. Третий, четвертый, пятый, и последний, 6. Пропускаем одну петельку, вяжем соединительный столбик. И в последнюю цепочку из 3 воздушных петелек вяжем 4 пышных столбика. Я ниточку сниму, потому что мне сейчас будет мешать она. Первый. Второй, третий, и последний, 4. Заводим крючок петельку, с которой все начинали провязывать, и вяжем соединительный столбик. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Эту нить мы обрезаем. И вытягиваем нить через последнюю петлю.
Вот эти два хвостика вытаскиваем на изнаночную сторону, чуть позже мы их спрячем. Я вам покажу, как их прятать. И вот такие вот последние основные пупырки у нашей принцессы Пупырки у нас с вами получились. Мне кажется, очень мило, объемно и симпатично. Итак, для глаз нашей принцессы Пупырки я буду использовать вот такие вот пуговички, обычные черные пуговицы, и пришивать ниточками в цвет самой пупырки. И пряжей черного цвета, у меня это акриловая пряжа Yarn Art Baby, будем вышивать ротик, бровки, и желтеньким цветом можно вышить звездочку на пупырке, либо сделать ее из фетра или приклеить, или пришить, это уже на ваше усмотрение. Сейчас я покажу вам, как я буду вышивать ротик. Глазки у нас будут располагаться таким образом. И поскольку у нашей принцессы Пупырки рот такой приоткрытый, сейчас его таким и вышьем. Можно вышивать любыми ниточками, желательно, чтобы они, конечно, были потолще. Это или мулине, или можно даже и рисом, можно любыми хлопковыми нитками или акрил. То есть здесь все, что у вас под рукой есть, на ваше усмотрение. Сначала вышиваем контур ротика. Любым швом, который вам удобен. Самое главное наметить. Ну вот, я вышила личико принцессы Пупырки. И теперь нам нужно сделать ручки для нее. Берем крючок номер 9, девяточка. Берем пряжу, поворачиваем вверх ногами, вниз головой, заводим крючок в районе ротика, чуть-чуть пониже, через петельки. Нить немного оставляем кончик, не знаю сколько, сантиметров 40, наверное, и захватываем нить, делаем петельку, и теперь в эту петельку туго провязываем столбики, воздушные петли. Первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и последняя, восьмая. Теперь заводим крючок, вытаскиваем последнюю петельку, обрезаем нить и вытягиваем ее через последнюю петлю. Заводим крючок еще раз в эту же петлю и еще раз вытягиваем ниточку. То есть мы ее закрепили.
Теперь обрезаем так, чтобы осталась маленькая кисточка. И одну из этих нитей аккуратно крючочком маленьким, либо попробуйте пальчиком, мне точно не получится. И вытягиваем одну из этих нитей через петельки. И прячем все эти хвостики внутрь. Потом ниточкой в тон пряжи подшиваем внутри каждую из этих нитей. И таким образом просто аккуратненько подшиваем с этой стороны. И точно таким образом делаем еще одну такую ручку. Вот такая вот принцесса-пупырка у меня получилась. Мне кажется, очень похоже. Теперь я обещала вам показать, как прятать ниточки, как прятать хвостики. Смотрите, захватываем хвостик нити и прячем ее, пропуская через несколько петелек. С изнаночной стороны, естественно. Теперь нам нужно вот этот хвостик чуть-чуть обрезать. И подшить. Берем ниточку с иголочкой в тон пряжи и подшиваем незаметным шовчиком. Сначала захватываем работу, затем хвостик, который прячем, и все захваты делаем изнутри. Снова работа, хвостик, который прячем. Еще раз работа, хвостик, который прячем, подгибаем края хвостика и подшиваем оставшиеся маленькие кусочки. Если я не ошибаюсь, этот шов называется потайной. В принципе, его практически незаметно. На мой взгляд, это самый оптимальный вариант для таких Теперь рядом с петелькой, которая потом накроется, желательно захватить внутреннюю какую-нибудь нить и делаем узелочек.
аккуратненький. Для подстраховки немного кончик прячем внутрь и обрезаем. И вот таким образом прячутся хвостики. И теперь все хвостики, которые у нас с вами остались, мы точно таким образом спрячем. Единственное, что мы пока не прячем вот этот хвостик. Его, конечно, можно было оставить подлиннее и им уже пришить к рюкзачку крышечку. Ну, этого уже не сделали, ничего страшного. Итак, берем рюкзак, кладем его задней стороной. То есть вот у нас был с вами шовчик последний, значит, вот это у нас задняя сторона. Находим дырочки для стяжечки и располагаем ровно между этими дырочками, вот они, крышку нашего рюкзачка и пришиваем соединительными петлями я возьму крючок девяточку, заводим крючок в уголок крышечки и в петельку туда будем пришивать. Захватываем нить, аккуратно хвостик придерживаем рукой пока что, вытягиваем эту нить на лицевую сторону, захватываем следующие петельки, поскольку у нас нить идет внизу, захватываем следующие петельки и эту ниточку вот сюда положим и вытягиваем на лицевую сторону. Теперь протаскиваем в ту петлю, которую уже с вами сделали. Снова заводим крышечку в следующую петельку, заводим в следующую петельку рюкзачка, захватываем рабочую нить, вытягиваем через все, что есть на крючке. У нас получается вот такая косичка. Еще раз. Снова. Ну вот, я дошла до последней петельки. А теперь нам с вами нужно закрепить вот эту рабочую нить. Мы с вами заводим крючок в последнюю петлю крышечки и захватываем петельку рюкзачка. Вытягиваем все, что есть, и обрезаем нить. Никаких узлов мы здесь не делаем. Все подшиваем в шовчик, иначе будет у нас с вами некрасиво. Закрепляем петельку и с обратной стороны аккуратно прячем вот эти две ниточки в шовчик и подшиваем их точно так же, как я вам сейчас показала. Итак, подшивайте и возвращайтесь ко мне. Теперь берем пряжу фиолетового цвета и крючок десяточку. Располагаем ниточку между пальцев, поворачиваем, делаем петельку и вяжем цепочку из воздушных петель. И вот такая веревочка у меня получилась. На кончиках я завязала узелочки, спрятала те узлы, которые
получились в результате вязания вот этой косички. И теперь мы закрепляем эту косичку на рюкзачке. Берем рюкзак, располагаем наш рюкзачок внутренней стороной к нам, это сторона спинки, то есть у меня к ней пришита крышечка рюкзачка, и вот они у нас с вами две дырочки, которые мы делали. В серединке мы дырочки не делали для того, чтобы веревочка, которую мы сейчас будем продевать, она держалась в этих местах более плотно. И теперь отсчитываем от этих дырочек симметрично. 1, 2, 3, 4, 5. В центре у нас с вами осталась две петельки, между ними одна дырочка. И мы будем сейчас с вами вводить наш шнурочек вот между этими столбиками. То есть между нашей веревочкой должен быть один пропущенный, точнее 2 столбика и одно пропущенное расстояние. Теперь мы с обеих сторон заводим веревочку в дырочки, которые уже подготовили. И с другой стороны повторяем то же самое. Здесь тоже отсчитываем первый, второй, третий, четвертый, пятый. Шестой у нас остался один. И мы с вами вытаскиваем в этот шестой, то есть обе веревочки в одну дырочку. Теперь придаем форму нашему рюкзачку, так, чтобы он у нас правильно стянулся. И затягиваем веревочки. И теперь смотрите, что у нас с вами получилось. Веревочки стянуты, и у нашей принцессы Пупырки появились ножки. Поровнее можно вытянуть эти веревочки или посильнее затянуть. И вот такие ножки у нашей принцессы Пупырки у нас с вами получились в виде шнурочка, завязочки для рюкзачка. Теперь нам осталось пришить кнопочку магнитную и сделать лямки. Для лямок я буду вязать вот такой шнурочек. Если вы хотите просто сплести косичку, то можете это сделать самостоятельно. Обычную косичку из ниточек трикотажной пряжи. Я буду делать вот такой шнурок и сейчас покажу вам, как его вязать. Итак, берем пряжу и крючок десяточку. Располагаем между пальчиков. Под нить заводим крючок и поворачиваем. Захватываем рабочую нить снизу и вытягиваем через петлю. Петельку не затягиваем. Вяжем еще одну воздушную петлю. Видите, у нас с вами получилось 2 петельки и 1 на крючке. Теперь мы с вами заводим крючок с обратной стороны в одну петельку, возвращаемся и тоже с обратной стороны во вторую. Снизу захватываем нить и вытягиваем через эти 2 петли. То есть на крючке у нас с вами должно будет остаться 2 петельки. Вот таким образом.
Захватываем снизу рабочую нить и вытягиваем через все, что есть на крючке. Поворачиваем. Видите, у нас с вами получились две такие косички, два колосочка. Мы изнутри заводим в них крючок. Снизу захватываем рабочую нить. Здесь обязательно захватываем рабочую нить снизу, потому что если будет захват сверху, то ничего не получится. Снова снизу рабочую нить вытягиваем, поворачиваем. Снова, видите, две полосочки. Теперь мы в эти полосочки заводим крючок уже вдоль вязания. Снова снизу захватываем нить, вытягиваем. Снизу нить, вытягиваем, поворачиваем. Снова две полосочки захватываем, нить, вытягиваем через две, нить, вытягиваем через две, поворачиваем. И таким образом до нужной вам длины. Вяжем лямочку. И возвращайтесь ко мне, будем пришивать лямки к нашему рюкзачку. Ну вот, я связала нужный мне длины шнурочек. У меня получилось вот с одной стороны вот такие полосочки. Их я посчитала, у меня 47 штучек. Вяжите, самое главное, два одинаковых шнурочка, и смотрите, как мы будем закреплять петельки. Заводим крючок в эти две петельки, захватываем нить и вытягиваем через все, что есть на крючке. Снова захватываем рабочую нить, вытягиваем и обрезаем. У меня готово уже два шнурочка. И теперь мы эти шнурочки закрепляем на рюкзачке. Протаскиваем вот эти ниточки внутрь рюкзачка. Раз, два, три. В третьем ряду с самого края. Изнутри пришиваем лямку обычными нитками и прячем хвостик, который останется между петелек, и тоже подшиваем. Здесь мы с вами обе лямочки отсчитываем одинаковое расстояние. В принципе, можно ориентироваться вот на вот эту петельку, у нас здесь центр с вами, и в этот центр точно так же подшиваем вторую часть лямки. Сделайте и возвращайтесь ко мне. Итак, теперь мы пришиваем кнопочку. Одну кнопочку я уже пришила, вот она. И теперь вторую. Отмечаем место, где нам нужно будет ее пришить. Это место я подколю булавочкой. Теперь берем остаток от пряжи, берем кнопочку, вторую часть кнопки и ножнички. Итак, складываем остаточек пряжи так, чтобы у нас с вами получился квадратик. Лишнюю часть обрезаем. Диаметр вот этого квадратика должен быть равен
или чуть-чуть больше, чем диаметр самой кнопочки. Делаем 2 дырочки. Ножничками насквозь прокалываем ткань на расстоянии усиков. И в эти дырочки продеваем нашу кнопочку. Таким образом, чтобы у нас с вами шовчик был с изнаночной стороны. Прикладываем металлическую вот этот кружочек, вторую деталь, и зажимаем усики. И вот такая заготовочка для кнопки у нас с вами получилась. Теперь прикладываем эту заготовку в нужном месте. Берем ниточку с иголочкой и пришиваем эту детальку к рюкзачку. Здесь вы справитесь самостоятельно. Сделайте и возвращайтесь ко мне. Мы с вами пришили кнопочки обе части, и наш рюкзачок готов. Можно его брать с собой на прогулку, в поездки, на море. В принципе, он достаточно вместительный, хотя и небольшой. Такой рюкзачок вы можете купить на нашем сайте готовый, можете его связать самостоятельно. Я надеюсь, что этот видеоурок вам был полезен, что он вам понравился. Если какие-то вопросы у вас возникают, обязательно спрашивайте в комментариях, делитесь с друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо и пока-пока, до новых встреч!